Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Как вы уже поняли из названия видео, сегодня будет похвастушка. Я наконец-то дождалась раскраску. Долго ее откладывали почему-то. Должна была первый раз она появиться в апреле, как раз на мой день рождения. Я, собственно, и начала с этого ее ждать, ожидать. Думала, закажу. Потом как-то так все отложилось. Потом должна была летом, но тоже долго ждали, не было. Вот. Когда уже начала вроде бы появляться, то возможности не было. Я, в принципе, в отпуске была, не сильно, так скажем, переживала за это. Ну и вот когда уже вернулась с отпуска, прошло даже пару месяцев, и по счастливой случайности Мила написала, сказала, что есть, что она будет, и если буду брать, то она мне пришлет. Я, конечно, сначала думала брать, не брать, потому что как-то в этот раз все идет не по плану, не получается сесть нормально раскрашивать, то времени нет, то еще что-то. Да вообще как-то в этот раз все немножко идет не по плану. Но муж сказал, хотела, бери. Тем более, что как раз был небольшой такой у нас с мужем юбилей, 25 лет вместе, совместной жизни. И вот решила сделать подарок. Собственно говоря, не буду больше вас мучить. Наконец-то мне пришла посылочка от Милы. К слову сказать, она еще и долго шла. Ну, по причине, как всегда, наша почта России. Вечно что-нибудь у них случается. Она долго лежала на почте, они ее не отмечали как... Не пробивали, не, знаете, было видно, что она покинула сортировку, и все. И на почтовом отделении они ее не отмечали, что получить надо, пока уже муж не пошел ругаться, в общем, спустя неделю. Вот такой вот у нас предыстория с этой раскраской. Ну, давайте, не буду вас томить, заранее извиняюсь за руки. Опять же, наверное, осень. У нас уже, собственно, зима, у нас снег. Все, не судьба и некогда дойти, заняться руками. Еще вот сразу извиняюсь, у меня от браслетов, от часов вот этих вот, не знаю, кожа реагирует прям ужасно. Забыла одеть, хотя бы, чтобы вас не пугать часы. Вот так вот она реагирует на вот эти вот все ремешки от часов. В общем, пришла мне раскраска. Не буду вас долго уже мучить. Пришла раскраска. Все было замечательно упаковано. Мил, спасибо огромное. Я думаю, все уже знают Милу. Но если кто-то не знает, то обязательно проходите. Ссылка будет под видео. В группу к Миле. Замечательный человек. Много интересных раскрасок, как зарубежных, так и российских. Также много канцелярии, сопутствующих инструментов к этому, точилки, всякие пеналы и так далее. В общем, на любой вкус и желание. Кто еще не знаком, проходите по ссылочке, смотрите. Может, кто-то тоже хочет купить какую-то раскраску, которой нет в обычном доступе. И обязательно у Милы все быстро, качественно, без каких-либо обманов и так далее. Все приходит хорошо упаковано, в целости, сохранности. Ну, давайте смотреть, что же я заказала. Я думаю, все догадались. В посылке также был подарок. Мне тут извиняюсь, я уже переснимаю. Девчонки мне чуть-чуть замазюкали. Но это не страшно, я исправлю. Была вот такая вот подарочек, распечаточка. Мил, спасибо огромное. Обязательно раскрашу. Такой вот маленький еще был бонус к раскраске. Ну и, собственно говоря, сама раскраска. Все знают мою любовь к Кристин Керн. Я очень люблю ее. Я хотела собрать ее все раскраски, но, к сожалению, пока что нет возможности все собрать. Собираю так медленно, но уверенно, по чуть-чуть. Дождалась я, наконец-то, ее сборник. Он достаточно такой тяжеленький сборничек. Книги, что она как прогибается. Ну, вот. Дождалась. Достаточно плотненькая, такая тяжеленькая. Ну, без малого килограмм, да. Сама посылка весила 800 грамм. Ну, грамм 100 можно убрать. Как раз 700 грамм. Все равно почти килограмм книга. Вот такая вот замечательная обложка, мягкий картон. Обложка у нее вот такая одежка. Здесь обычный картон, да, и не знаю, зачем делают. В принципе, можно было сразу изначально делать обложку, но тем не менее.
Она, я так думаю, что все-таки прошита. Не знаю, видно будет, нет. Мне очень хотелось бы, чтобы было видно. Судя по... Ну, может быть, и просто проклеено. Будем надеяться, что прошито. Эта бумага уже раскраска издавалась на более плотной бумаге. По-моему, грамм 150-160 у нее. Как-то так, если смотреть по обзорам. Я не помню. Сначала посмотрела, потом прошло несколько дней. Там я решила переснять обзор, потому что первый снимала... Все шумит, все галдит. Тут решила, думаю, нет, давайте я все-таки по-спокойному пересниму. Немножко как-то, прошу прощения, давно не снимала, немножко разучилась, что ли, снимать. Так что простите меня. Бумага более уже плотная, чем в ее основных раскрасках, в обычных. Здесь она кремовая, такая плотненькая. Посмотрите, какая прелесть. Ну и, как я уже сказала, в этой раскраске идут уже... Это сборник. Есть иллюстрации, которые в других раскрасках, в разных. Есть, которых вообще нет, но их не так много. Допустим, вот иллюстрация из последней раскрасочки. Будет возможность, если что-то не получится, да, или раскрасить по-разному. Вот такая вот ангел. Немножко полистаем с вами. Да, она прошита, девчонки. Вот я вижу нитки, она прошита. Это замечательно. Значит, не развалится. Это очень здорово. Можно смело красить, смело вот ее открывать хорошо. Очень нравится вот такая вот иллюстрация, кристалл. Давно хотела себе к осени, может быть, раскрашу даже вот такую иллюстрацию. Девочки, я знаю, что есть еще одна иллюстрация у Кристин Кэрон с такой же тоже, на эту же тему, только, по-моему, если не ошибаюсь, девочка с короткой стрижкой. Тоже очень нравится иллюстрация. Цыганочку я раскрашивала, была вот одна из последних, да, иллюстраций, которые я красила именно от Кристин Кэрон. По-моему, была как раз-таки цыганочка, и мы ее красили с девочками вместе. Совместное раскрашивание было. Девчонки, привет, смотрите. Ну, можно будет попробовать раскрасить как-то по-другому еще здесь. Вот такая вот очень красивая. Не знаю, здесь вот цветы, но, как по мне, такая осенняя тоже иллюстрация, осень. Вот такая вот замечательная девушка с подсолнухом. Посмотрите. Можно на день учителя раскрасить. Так, чем-то на учительницу похожа девочка. Вот такая вот нежнятина. Вот у нас. Так. Такая вот девушка. Очень много. Я люблю Кристин Кэрон и ее стиль рисовки. И нравятся мне ее и эльфийки, и просто люди красивые. Вот феечка. Замечательная. Нравится. Вот тоже я зимой как раз таки раскрасила эту иллюстрацию. Кристин Кэрон у меня на формате была PDF. Я распечатала. Не знаю, на мой взгляд, она получилась у меня раскрашена удачно раскрашена, поэтому, когда увидела здесь эту иллюстрацию, честно говоря, не знаю. Теперь будет очень страшно испортить эту. Так, ну это новое у меня такой вообще нигде нет. Ни в PDF-ках, ни в раскрасках. Иллюстрация будет тоже здорово пораскрашена, по-моему, с обложки, да? Да. Дальше вот такая вот лесная. Как по мне, такая лесная эльфийка. Вот такая вот девушка, тоже цыганочка, замечательная. По-моему, тоже из последней раскраски, если не ошибаюсь. Могу ошибаться. Можно было, вот на днях был день дедушек, бабушек, можно было раскрасить на Хэллоуин. Но я, к сожалению, уже не успею. Но, с другой стороны, может быть, и что-нибудь раскрашу. Почему нет? Еще целый месяц осени можно и раскрасить. Можно на следующий год оставить. Вот такая вот замечательная иллюстрация. Вот тоже можно раскрасить. Такая ведьмочка. Вот такая осенняя замечательная иллюстрация. Очень красивая. Тоже хотелось мне. Вот. Русалочки есть тоже замечательные. Здесь, посмотрите, вот уже, как я называю эту иллюстрацию, красная шапочка. Девочка, волк. Вот, очень красивая тоже. Вот такая вот русалочка.
В общем, иллюстрации замечательные. Вот можно на детский Всемирный день детей или День мамы опять же пораскрашивать, когда, да, вот настроение у вас. Они все односторонние иллюстрации, можно не бояться. Красить чем угодно. Вот тоже красиво. Но я не люблю красить маркерами и фломастерами в таких раскрасках все-таки. Да и не особо умею. Поэтому карандаши акварель. Вот такая вот, посмотрите, какая прелесть. Несмотря на то, что явно феечка в возрасте. Вот. Водная. Да, тоже очень красиво. Красивые иллюстрации, красивые девушки. И просто девушки, и эльфийки. Замечательно. Вот. Посмотрите, какая прелесть. Жалко, что парочки тут нету. Эту тоже я зимой уже раскрасила. Вот обидно, что здесь есть несколько иллюстраций, которые у меня уже именно даже раскрашены. То есть не страшно, когда у тебя повторяются с других раскрасок, но я их уже раскрасила. Поэтому я для себя решила, что те, которые у меня уже прям раскрашены иллюстрации, я оставлю на потом. Буду красить то, что не раскрашено. Не красила сначала, а уже потом их буду, так сказать, повторно красить. Ну, может быть, и по-другому. Допустим, вот эту я красила. У меня в формате PDF я распечатывала. Но там очень неудачная бумага. Я даже акварелью намучилась, когда красила. И, может быть, по весне вот эту вот еще раз раскрашу. Собственно, как и вот эту иллюстрацию. Вот такой стимпанк. Смотрите, какая красота. Вот такая вот феечка зефирная вся. Очень нравилась вот эта фея. Я прям хотела ее раскрасить. Мне прям очень нравится иллюстрация. Такая весна. Я бы ее весной больше. К весне тоже определила. Здесь тоже. Ну, наверное, так и есть. Вот такая вот задумчивая феечка. Здесь уже зима. Прям зима-зима. Тоже очень красивая иллюстрация. Вот такой девушка-тролль. Замечательный. Опять лесная нимфа. Водная, наверное, да, нимфа. Морская. Не речная или, не знаю. В общем, болотная. Что-то с водой. Опять же, лето. Подсолнухи. По-моему, была обложкой в какой-то раскрасочке. У меня где-то, по-моему, даже есть она. Ну, тоже в формате PDF, поэтому почему нет? Вот такая вот замечательная. Вдруг кто-то не видел, полистаю. Вот очень хорошо, что даже есть мужчина. Можно пораскрашивать. Посмотрите, какой совенок замечательный. Вот такая вот замечательная иллюстрация. Единственное, меня всегда корёбит, когда у мужчин длинные ногти. Здесь прям яро так прорисовано. Как-то вот не совсем это смотрится. Но это мое. Кому-то может наоборот нравится. Дальше вот такая замечательная девчушка с грибом на голове, панамой. И вот такая вот, ну, наверное, больше осень. Очень красивая иллюстрация тоже. Всего их здесь, если не ошибаюсь, по-моему, 54. Могу ошибаться, но, по-моему, 54. Вот что-то она как-то начала проектоваться. Надо будет что-то под пресс положить. Замечательная раскраска. Как я уже сказала, бумага гораздо плотнее, чем в ее основных, ну, в обычных раскрасочках. Там, по-моему, грамм всего лишь 60, по-моему, 80 грамм или 60. Здесь уже 150-160 грамм плотность, поэтому, мне кажется, больше будет удовольствия здесь раскрашивать. Оформлено шикарно, все переливается, все такое вот рельефное, прям такое, знаете, текстурное. Здорово. Мила, спасибо огромное в очередной раз за такую вот раскрасочку, что балуешь нас, помогаешь нам приобрести то, что очень сложно сейчас приобрести. К слову, по цене у Милы тоже очень выгодно заказывать, в отличие от других девчонок. Уж да простят мне девчонки, но у Милы гораздо выгоднее заказывать. Все очень быстро, в этот же день. Вы, если есть в наличии раскраска, вы выбираете, оплачиваете, в этот же день Мила отправляет.
Ну, за исключением, если вы, конечно, ночью не решили написать и посреди ночи, да, и заказать, то тогда на следующий день она с утра встает, отправляет буквально несколько дней и приходит. Ну, все остальное уже не от нее, как говорится, зависит, но это у всех так. Поэтому обязательно проходите. Это еще и выгодно, помимо того, что умело заказывать, помимо. Здорово. Так что всем хорошего осеннего настроения. Прошу прощения, я как-то прям, ну, отвыкла от съемок. Ну и, Мил, спасибо за небольшой такой презентик. Тоже с удовольствием пораскрашиваю. Я еще такого не красила. Всем хорошего осеннего настроения. Всем веселого Хэллоуина. К слову сказать, сегодня Хэллоуин. Творческого какого-то настроения вам. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока.